Пришла ко мне пациентка и говорит: у меня болит лицо. Начали разбираться, и оказалось, что после визита к стоматологу, когда она лечила проблемы со своим кариесом, у нее вдруг в течение месяца стали беспокоить мучительные совершенно боли по нижней челюсти. Вы удивитесь, но этой проблемой должен заниматься не только невролог. Зачастую нам приходится обращаться за помощью, за консультацией к офтальмологу, лор-врачу, стоматологу и даже психиатру. Мы говорим, подчеркну, не о головной боли. Ее мы разбирали в предыдущих роликах на нашем YouTube-канале, когда обсуждали мигрень, головную боль напряженного типа. Это боль, когда она лоцируется вот здесь. Лицевые же боли – это зона совершенно иная. Вот она. В этом случае боль может возникать действительно после неудачно проведенной стоматологической процедуры. Именно здесь проходят две ветки тройничного нерва, и в итоге мы видим пациента с диагнозом невралгии тройничного нерва. Очень часто такой пациент жалуется на мучительные, страшные, кратковременные, но очень сильные боли. Невралгия тройничного нерва, пожалуй, одна из самых частых причин лицевых болей. И, наверное, одна из самых труднокурабельных, трудно поддающихся лечению. А здесь важно подчеркнуть. Я очень часто слышал от своих студентов, что вот у него страдает лицевой нерв, и у него лицевые боли. На самом деле, действительно, есть и лицевой нерв, есть и тройничный нерв, но лицевой нерв обеспечивает мимическую мускулатуру своей иннервации. И он не вызывает, проблема с ним не вызывает проблем с болевым синдромом. То есть поражение лицевого нерва – это проблемы с мимической мускулатурой, и тогда получается асимметрия лица, но никак не та самая страшная мучительная боль, которая происходит после поражения тройничного нерва. Но я говорил о том, что и лор, и офтальмолог – наши помощники в дифференциальном диагнозе, когда мы говорим о лицевой боли. Я обращаюсь здесь к нашим коллегам, специалистам, которые зачастую могут пропустить совершенно другую, не неврологическую проблему офтальмологического генеза. То есть у человека возникает глаукома, это неотложное офтальмологическое заболевание, и боль возникает в глазнице. Такая боль может быть ошибочно принята за мигрень, и здесь необходим дифференциальный диагноз. И в ситуации, когда у пациента нет классических признаков мигрени, а боль в глазу очень сильная, и есть так называемые локальные феномены, покраснение глаз, слезы, течение, то здесь нужен дифференциальный диагноз. А мигрень не здесь. Может быть, какой-то другой диагноз. Существует также еще очень редко встречающийся, но все-таки беспокоящий и пациентов, и неврологов синдром, так называемый САНК-синдром, вегетативные цефалгии. То есть, когда у человека начинает болеть голова или верхняя половина лица из-за проблем с вегетативными узлами. Посмотрите, как много самых разных нюансов для того, чтобы мы установили правильный диагноз. Какова причина лицевых болей? И еще. Я сказал, что иногда нам необходима помощь психиатра. Потому что когда мы исключили все причины лицевой боли, стоматологические, неврологические, офтальмологические, лор, какая-то патология исключена, а у человека продолжает болеть. Напомню, что это так называемый синдром первичной хронической боли. И он входит в перечень тех самых феноменов, которые нуждаются в коррекции уже психиатрической, психотерапевтической. Здесь необходимо назначение антидепрессантов или каких-либо других препаратов, которые уже будут обозначены специалистом. Самостоятельно лечить лицевые боли не стоит. Не надо заниматься тем, что глотать пригоршни обезболивающих препаратов. Первый специалист все-таки в данном случае это не терапевт, это невролог. Именно он составит план дифференциального диагноза и разберется. Может быть, здесь мигрень, головная боль, напряжение, вегетативная цефалгия. Если невролог исключает свой диагноз, то он направляет пациента либо к стоматологу, либо отоларинголог должен заниматься этой проблемой, или офтальмолог. Группа препаратов, которые мы используем для лечения лицевых болей, это антиконвульсанты. Да-да, антиконвульсанты, которые врач-невролог применяет для лечения эпилептических синдромов, эпилепсии. Но в данном случае мы снимаем очень важную компоненту, это так называемую нейропатическую боль. Но титрация дозы и назначение конкретного взятого антиконвульсанта – это прерогатива врача-невролога. Кому-то не подойдет антиконвульсант, и тогда мы назначаем антидепрессанты уже особого ряда, селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Или другой вариант, когда мы назначаем
трициклические антидепрессанты. Представьте себе, у вас болит нижняя челюсть очень сильно, вы решили унять эту боль и приложили грелку. Теплом пытаетесь лечить эту боль. К чему это может привести? Если у вас в десне развивается воспалительный процесс, проще говоря, нагноение, то в этом случае вы усиливаете воспалительный процесс, и тогда вы придете уже не к неврологу и не к стоматологу, а к челюстно-лицевому хирургу, который будет и долбить вашу кость. Но и это не самое страшное. Мы же говорим с вами о лице, о голове. Здесь очень мощное кровоснабжение, и если развивается какой-то воспалительный процесс в этой зоне, в гайморовой пазухе, в верхней или нижней челюсти, то это может привести к развитию воспалительного процесса уже не локальному, а с вовлечением оболочек мозга и головного мозга в целом. И это уже будет совсем другая проблема, от которой наш пациент не просто будет долго лечиться, а может погибнуть. Лицевые боли – это сложный диагноз, который включает в себя помощь разных специалистов.